Приветствую всех на своем канале «Занятия для души. Вязание с Натальей Волковой». В данном видео я вам хочу очень подробно рассказать, как я выполняла свою работу, а именно красивую теплую женскую безрукавку классического покроя. Со своей стороны я постараюсь максимально подробно вам объяснить весь процесс работы с предоставлением схемы, каким образом, каким узором я вязалась, какой пряжей я пользовалась. То есть все эти моменты я постараюсь вам очень подробно рассказать в данном видео. Итак, приятного всем просмотра. Итак, сегодня я хочу вам подробно рассказать, как я вязала вот такую вот тепленькую безрукавку. В предыдущем видео анонсе, в котором я показывала две свои безрукавочки, на которые я планирую сделать описание, то у меня была бежевая и бирюзовая безрукавочка. Я вас спрашивала, на какую безрукавку вы хотели бы первую получить описание. Вот почему-то больше людей проголосовало за вот эту вот бежевую безрукавочку, поэтому я начну с нее. Но опять же, кому понравилась бирюзовая безрукавка, то не расстраивайтесь, буквально в ближайшее время я также выложу на нее описание. То есть, но сегодня я вот начну вам рассказывать именно про эту безрукавку. То есть данная безрукавка, как вы обратили внимание, она классического идет, классического внешнего вида, то есть она прекрасно подойдет как для дома носить, так и в офис ее очень даже хорошо можно будет надевать, поэтому я так думаю, что эта безрукавочка будет актуальна в вашем гардеробе. Начать я хотела бы с общей характеристики данной безрукавки. Значит, выполнялась она у меня на размер 46-48. Но опять же, вот сзади она у меня идет вот полностью связана вот такой вот резиночкой, поэтому данная безрукавочка, она очень хорошо тянется. И поэтому, кто, например, любит, чтобы изделие не было в обтяжку, то вы также, например, на тот же самый 44 размер ее можете выполнить. Единственное, что она не будет, вот как я уже сказала, в обтяжечку. Опять же, если рассматривать размер полный 48, если вы, например, любите изделия, чтобы они сидели по фигуре, чтобы они были в обтяжечку, то есть вы также можете данную безрукавку выполнить. Но золотая середина, я как уже сказала, это размер 46 или 46-48. Значит, далее, что я хотела бы сказать. В длину данная безрукавка у меня получилась 60 сантиметров. Ширина в нерастянутом состоянии, потому что, как я вам уже сказала, наполовину связана резиночкой, поэтому в нерастянутом таком состоянии у нее ширина идет 40 сантиметров. Но если ее подтянуть, то у нее ширина получается 55 сантиметров. То есть, как я уже сказала, данная безрукавка очень и очень хорошо она тянется. Значит, длина рукава у меня вот здесь вот получилась 21 сантиметр. Но опять же, делать такой рукавчик или нет, это на ваше личное усмотрение. Вы можете просто обвязать резиночкой здесь рукавчик, но это я еще подробно расскажу в процессе работы. И плечо с обвязкой у меня получилось 15 сантиметров. Далее, что я хотела бы сказать, длина до проймы, вот до этого участка у меня 35 сантиметров, и до начала вот выреза, вот до сюда, до начала выреза, у меня длина также 35 сантиметров. То есть это общие характеристики данной безрукавки, которую я вам хотела изначально озвучить. Далее, что я хотела бы вам рассказать, это о пряже, из которой я выполняла данную безрукавочку. Выполняла я ее из пряжи Lana Gold Classic фирмы Alize. То есть я так думаю, что кто часто вяжет, тот эту пряжу знает. Если не вязал, то по крайней мере видел в магазине. То есть это классическая полушерстяная пряжа. Достаточно распространенная она, вот именно это Lana Gold Classic. 240 метров на 100 грамм, 49% шерсти и 51% акрил. К сожалению, я не помню вот именно номер данной расцветки, но от себя могу сказать, что в данной пряже очень-очень широкая цветовая гамма, поэтому я так думаю, что при желании вы сможете себе выбрать расцветку, которая вам именно подойдет и которая вам понравилась. Значит, на данную безрукавочку у меня ушло 4 моточка.
Но опять же, именно вес без рукавки где-то 340 грамм. То есть это у меня еще практически даже чуть больше половины моточка у меня осталось. То есть, если вы, например, захотите связать такую безрукавку чуть-чуть большего размера, вполне возможно, вам также этих 4 моточков хватит. Потому что вот здесь у меня еще осталось больше, чем полмотка с этого размера. Итак, значит, дальше, что я хотела бы сказать. Работала я спицами номер 4. Это были у меня круговые спицы на 80 сантиметров. В данной ситуации этот вопрос, он именно принципиален, потому что я вязала данную безрукавочку по кругу, то есть она у меня без боковых швов. Опять же, если вы, например, будете делать швы по бокам, то вы можете взять обычные прямые спицы. Это как вам уже будет удобно, так сказать. Далее, что я хотела бы вам сказать, значит, всего я набрала вот здесь вот вязать, я начинала снизу, вот с этой вот с нижней резиночки, всего я набрала по низу 200 петель. То есть это у меня в среднем где-то получилось, если разделить напополам, по 100 петель наперед и на спинку. Значит, изначально я провязала резинкой 16 рядов. То есть вот здесь вот у меня 16 рядов. Далее я, значит, спинку, как я вам уже показывала, и бока продолжила вязать обычной резиночкой 2 на 2, 2 на 2 петли. То есть, если кто не знает, это чередование 2 лицевых, 2 изнаночных петель. То есть вот таким вот образом. И после того, как я провязала 16 рядов резинкой внизу, я начала вывязывать по центру переда вот такой вот узор. Значит, от себя хочу сказать, что хоть узор, в принципе, я бы так сказала, не сложный, но сколько я его не искала в интернете, именно вот этот рисунок я так и не смогла найти. В принципе, и альтернативных каких-либо жгутов, чтобы были с таким же количеством петель, я также не нашла. Поэтому я для вас подготовила вот такую вот схему. Постаралась ее максимально, так сказать, четко нарисовать. Значит, данную схему я вам обязательно предоставлю в конце данного видео. То есть при желании вы ее сможете распечатать для того, чтобы по ней работать. Значит, от себя что я хочу сказать. Значит, раппорт одного вот этого узора, вот этого узора 40 петель. То есть здесь я это написала. И в длину данный раппорт 20 рядов. То есть вот 20 рядов это раппорт центрального узора. То есть далее вот этот вот центральный узор вы начинаете вязать, опять же повторять с первого ряда. Косички боковые вот эти вот идут, они далее вяжутся просто по рисунку. То есть вот как вот здесь вот сделано, вот так же они продолжают вязаться, данные косички. Значит, схематическое обозначение здесь я каким образом выполнила. То есть крестики это у меня изнаночная петля, и пустая клеточка это у меня лицевая петля. Далее вот здесь схематично это я обозначила жгутики, то есть вот, например, 2 на 2, вот таким вот образом. Это означает, что вы делаете жгутик 2 на 2 петли с наклоном влево, соответственно. Здесь 3 на 3 петельки с наклоном влево вы делаете жгутик. Здесь, соответственно, у вас уже идет 3 на 3 петельки жгутик с наклоном вправо. То есть я так думаю, что в принципе здесь ничего так особо сложного нет. Здесь вот у вас, например, идет 3 петельки на 2 петли. Это с наклоном влево, опять же, жгутик небольшой. То есть схематически я вам данный узор нарисовала, но опять же, если вы вдруг найдете какой-либо араны или жгуты, которые вам понравятся больше, то есть вы точно так же их можете при желании использовать, заменив данный узор. То есть это уже исключительно на ваше, я бы так сказала, усмотрение. Но так как я работала именно по вот с таким вот узором, то вот я вынуждена была вам рисовать данную схему, так как именно эту схему я у себя не нашла. Значит, вот по схеме, что я вам нарисовала, я сделала 2 повтора вот этого узора. И все остальные петельки я продолжила вязать обычной резиночкой 2 на 2. То есть вот у меня сзади просто вязала в круговую вот таким вот образом. Далее я провязала
от низа, от резинки, ну, всего, соответственно, от самого низа я провязала 35 сантиметров. То есть вот здесь вот у меня до проймы я провязала 35 сантиметров. И на одном уровне вот пройма и получается горловина, я начала делать убавление. То есть для чего я разделила все петельки напополам, а как я вам уже сказала, всего я набрала для данной безрукавки 200 петель. То есть у меня получилось 100 петель наперед, 100 петель на спинку. И начала вывязывать спереди вот вырез под пройму. То есть под пройму я спереди делала, значит, сейчас я вам скажу. Так, значит, убавки вперед у меня шли 4, 3, 2, 1 петельки. То есть это, соответственно, в первом ряду, когда я начала убавлять, я убавила 4 петли в начале лицевого ряда и 4 петельки в начале изнаночного ряда. Я вот здесь вот убавила. Далее в следующем лицевом ряду я убавила здесь 3 петельки и в начале изнаночного ряда я также убавила 3 петельки. Далее в следующем лицевом ряду я убавила 2 петли. Опять же аналогично с изнаночного ряда я также 2 петельки убавила. И по одной петельке потом убавила. То есть у меня всего получается, что я убавила 10 петель с одной и 10 петелек я убавила с другой стороны. То есть вот таким вот образом у меня получилось. И по центру вот здесь вот я начала вывязывать горловину. Горловина у меня вот под углом V-образным вырезом сделана. То есть я убавляла по одной петельке с одной стороны и с другой стороны в каждом лицевом ряду. Вот здесь вот в каждом лицевом ряду я убавляла по одной петельке с одной и с другой стороны. То есть у меня в общей сложности получилось, что 15 петелек я убрала с одной стороны, 15 петелек с другой стороны я убрала. И далее я продолжила вязать просто по рисунку. То есть дальше я вот здесь вот уже убавления не делала. То есть еще раз повторяю, горловину я делала в каждом лицевом ряду, я делала убавки по одной петельке с одной, с другой вот здесь вот стороны. В общей сложности я убавила 15 петель с одной стороны и 15 петель с другой стороны. И далее я уже все вывязывала вот здесь вот без убавления. Это где-то вот с этого участка примерно. То есть здесь я уже вязала вот до конца, я вязала без убавления. Значит, далее вперед я провязала вот, ну как здесь вот видно, я вязала и на высоте где-то 59 сантиметров я остатки вот здесь вот петель, которые у меня остались на плече, я их разделила на 3 части и сделала убавление в 3 захода. То есть, соответственно, вначале убавила 1/3 петелек, в следующем лицевом ряду я убавила следующие 3 петельки, треть петелек, и уже в следующем лицевом ряду я закрыла полностью все плечо. То есть плечо я всегда именно спереди я закрываю как бы наискосок. Спинку закрываю сплошным полностью, вот полностью ровненько закрываю, а вперед именно я закрываю всегда наискосок. Значит, теперь что касается спинки, каким образом вот я делала убавление. То есть вот здесь вот у меня получается спинка, то есть я спинку убавляла вот здесь вот для проймы следующим образом. То есть я делала убавление 3, 2, 1 и 1 и 1 петля. То есть я в начале лицевого ряда и в начале изнаночного ряда вначале убавила по 3 петельки с одной, со второй стороны, потом я убавила по 2 петельки с одной, со второй стороны, потом по 1 и по 1 петле. Вот таким вот образом я сделала убавочки по спинке. То есть по спинке я всегда все-таки делаю убавление немножко поменьше, чем по переду. Еще раз повторяю, что убавление и значит горловины и для проймы я начала делать на высоте 35 сантиметров от начала вязания. И что касается здесь вот у меня выреза под горловину, то есть на высоте 55 сантиметров, я вот здесь вот сделала вырез, то есть делала я вырез следующим образом. Это у меня получается с одной и с другой стороны я делала убавки 5, 4, 3, 2, 1. То есть вот таким вот образом. То есть у меня получается точно так же, что я сделала 15 петелек с одной стороны убавления.
И 15 петелек я сделала с другой стороны убавления, точно так же, как и спереди. То есть спереди я также в общей сложности сделала убавки по 15 петель с одной и с другой стороны. То есть и на высоте 60 сантиметров вот здесь вот я просто закрыла все петельки. Вот это у меня получилось, соответственно, плечо вот здесь вот вышло. Далее, следующее, что я сделала, то есть вы делаете шов на одном плече, вот здесь вот. Далее я сделала набор петель по краешку, по боковым вот этим вот петелькам я сделала набор. Вот так вот петель вот до сюда. И начала вязать обычной резиночкой 2 на 2. И при этом я делала убавление вот здесь вот. То есть каким образом я делала убавление вот здесь вот. Я в каждом ряду провязывала из 3 одну петельку. То есть каким образом я делала? Я провязывала вместе первую и третью петлю, а потом центральную вот эту вот петельку, которая идет по центру, я как бы надевала на эту провязанную петельку. То есть я так думаю, что кто в принципе вяжет, тот он понял смысл, каким образом я это делала. То есть убавления вот эти вот я делала в каждом лицевом и в каждом изнаночном ряду. То есть я провязывала из 3 петелек одну, при этом вот вывязывая вот эту вот центральную посередке петельку. И на высоте, сейчас я вам скажу, 8 рядов я просто-напросто закрыла данную горловину. То есть вот здесь вот я ее закрыла, после чего я сшила второе плечо. Вот здесь вот я сшила второе плечо. Так, ну здесь вот мы с вами разобрались. Теперь что касается рукава. Вот здесь вот у меня рукавчик, как я уже сказала, он у меня на высоту 21 сантиметр. То есть вы при желании, если вам, например, такой рукавчик не нужен, вы можете просто обвязать пройму резиночкой 2 на 2 сантиметра. То есть по принципу, как я вам рассказала, вот как я вязала горловину, то есть просто набрать здесь петельки, провязать там, например, тех же самых 8 сантиметров резиночкой 2 на 2 и потом закрыть, соответственно, эти петельки. Но у меня вот вывязан вот такой вот рукавчик. Такой вот рукавчик. Значит, опять же, именно данный рукав я вязала сверху. То есть я вот здесь вот набирала вот сверху петельки. Просто такой вариант, возможно, для некоторых будет он сложноват, но тем не менее я вам объясню, как я здесь делала. То есть я набирала петли вот здесь вот по именно рукаву, там где я делала вырез, и далее я провязывала вот узор, в принципе, такой же вот как на схеме, как я вам показала. То есть здесь идет, единственное, что 3 на 3 петельки, вот у меня идет жгутик, между ними идет 4 изнаночные петли между этими жгутиками. Так, сейчас я точно вам скажу. Да, 4 петельки идет изнаночных петель. То есть соответственно, здесь вот я набрала петли по плечу и начала вязать именно сверху данный рукав. То есть я провязывала именно вот узор, и в конце каждого ряда я набирала, делала набор еще там, например, на 3 петельки, на 3 на 4 петельки я сделала набор, довязала, например, в этом направлении, сделала здесь набор. То есть и вот таким вот образом я сделала набор полностью по всей вот этой вот пройме, и далее я уже вязала резиночкой 2 на 2. Но возможно такой вариант именно вот рукава вам будет сложный для некоторых, поэтому вы можете просто начать данный рукавчик вязать снизу. То есть набор у меня здесь по нижней части 66 петель. То есть здесь я провязала резиночку 12 рядов в общей сложности. И далее вы распределяете петли, то есть таким образом, чтобы у вас по центру шли вот эти вот жгутики. Как я уже сказала, здесь получается 2 петельки изнаночные, потом 6 рядов жгутик, 4 изнаночные, 6 рядов жгутик, 4 изнаночные, 6 рядов жгутика и 2 изнаночные. И остатки именно по бокам вот этих петелек, это вы просто обычной резиночкой вяжете, дальше продолжаете вязать. То есть и на высоте, тут небольшой высоте, сейчас я вам скажу,
на какой высоте. Это опять же вариант, я еще раз повторяюсь, кто вдруг будет вязать данный рукавчик снизу, на высоте 9 сантиметров вы начинаете делать убавление вот именно данного плеча. То есть в данной ситуации, конечно, я вам так вот прям четко по убавлениям не могу сказать, потому что я все-таки вязала его сверху, этот рукав. Но обычно я делаю вот также убавки, там, например, 3, 2, 2, 1. И потом я делаю по одной петельке убавление в начале и в конце каждого ряда. Но опять же, именно в данной ситуации я вам точно этого не могу сказать, потому что я именно этот рукав я вязала сверху. То есть не таким образом. Просто я вам сейчас рассказываю варианты, как его можно еще связать другим образом, если вы не умеете вязать его вот именно рукав сверху набором. То есть вот таким вот образом я связала рукавчик. Здесь вот у меня шовчик идет небольшой. То есть, ну и в принципе, наверное, это все, что я вам хотела рассказать по данной безрукавке. То есть вроде бы как постаралась не упустить никаких моментов, все моменты вам рассказать. Очень надеюсь, что данное видео будет для вас полезным, что опять же я ничего не упустила, что опять же вам все четко и конкретно рассказала, потому что все-таки эту безрукавочку я вязала уже давно, поэтому если вдруг какие-то будут небольшие неточности, то вы уж извините, потому что ну, я уже так визуально просто вам рассказываю, каким образом я это делала. Надеюсь, что без неточностей вот все обошлось. То есть, итак, если вам понравилось данное видео, обязательно ставим лайк, подписываемся на мой канал, потому что, как я вам уже и сказала, в ближайшее время я планирую сделать описание на вторую свою безрукавочку этого вот бирюзового цвета. Делимся информацией со своими друзьями, если вам вдруг понравилось данное видео. В конце видео я опять же еще покажу фото данной безрукавочки. Вы сможете их посмотреть, эти фото. Также еще покажу фото бирюзовой безрукавочки. Может, кто-то не видел видеоанонс на эти две именно модели безрукавок. И также я вам в конце данного видео оставлю вот эту вот схему, по которой вы сможете работать. Итак, до новых встреч!